Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Сегодня у нас началась неделя, на которой будет несколько важных событий. На данный момент крипта движется разнонаправленно, кто-то показывает неплохой рост, кто-то показывает аналогичное падение. Давайте посмотрим, что еще происходит на крипторынке, глянем интересную статистику, главные события, новости криптовалют. В конце видео несколько графиков. По объему торгов на прошлой неделе Terra Luna забралась на самый верх и показывала почти 6 миллиардов долларов торгового объема за сутки. Однако сегодня этого уже нет, хоть монета и находится в топе после стейблкоинов биткоина и эфириума, но имеет сопоставимые объемы, как и другая альта. Наибольший рост показывает монета THORChain, плюс 10% за сутки. Наибольшее падение монеты HEX, минус 11,2%. Биткоин же за сутки практически не изменился, находится по-прежнему в проторговке, а вот за март падение уже больше 10%. Пока статистика марта подтверждается. Этот месяц в прошлые года был чаще минусовым, нежели плюсовым. За 24 часа ликвидировано почти 41 тысяча трейдеров. Общий объем ликвидации 142,5 миллиона долларов, и большинство денег забрали у лонгистов, почти 74%. Вот так выглядят эти лонговые ликвидации, их все меньше и меньше, если смотреть вот на эти зеленые столбцы. Даже с учетом того, что мы пробиваем зоны, за которым был большой объем стопов. Вполне вероятно, падение может скоро прекратиться и выносы будут в другую сторону, там где ликвидности побольше. За последние сутки шорты у нас практически без изменений, минус 0,8%, лонги также на прежних уровнях, плюс 0,1%. Но за выходные произошло интересное событие. Произошло резкое увеличение шортовых позиций. Это можно наблюдать вот здесь, в динамике. И эти шортовые позиции по-прежнему еще не закрыты. Либо они закроются при сильном движении наверх вследствие ликвидации, либо будут закрываться уже по тейк-профиту и после пролива вниз. Что же касается лонговых позиций, они в большом количестве не закрываются. Да, их немного вынесли, их стало немного поменьше, но снова потихоньку данный показатель ползет наверх. Что же касается настроения, индекс страха и жадности сегодня показывает цифру 23, вчера была цифра 21. Находимся в неплохой зоне, откуда может случиться разворот. Как мы видим на истории, этот показатель как раз таки в районе 20 и подтверждал наличие локального дна. Сентимент пользователей Твиттера не так негативен. Если приблизить и посмотреть последнюю ситуацию, то позитив здесь преобладал, однако же он остановился и сейчас находится в боковике. Мувинг сентимента пользователей Твиттера касательно биткоина направлен горизонтально вправо. Нет преобладания ни позитива, ни негатива. Нашел в Твиттере вот такую метрику, на которой была найдена интересная зависимость, которая отрабатывала и в 2015, в 2019, в 2020 и формируется прямо сейчас на наших глазах. Это подтверждающее пересечение. Пересечение двух мувингов, которое находилось в районе локального дна. В 2015 году после такого пересечения через 29 дней было сформировано окончательное дно, и мы увидели многолетнее бычье ралли. В 2019 году это также стало дном, после чего произошел хороший рост. Это же пересечение было и в районе, когда все узнали про Coronaч. Прямо день в день. После этого пересечения начался рост, который продолжается до сих пор с пиком в конце 2021 года. И вот сейчас формируется то же самое. Пересечение произошло 9 дней назад, и это указывает на то, что либо уже было дно, либо в ближайшем будущем будет это дно сформировано. В 2015 году через 29 дней после пересечения, в 2019 году через 15 дней после пересечения, в 2020 году день в день, и сейчас мы видим, как прошло уже 9 дней после пересечения. Также стоит отметить, что резерв биткоина на всех биржах показывает резкое снижение. Мы снова обновили данный показатель. Биткоин по-прежнему выводит с бирж больше, чем заводит. Что же касается майнинга, хэшрейт по-прежнему идет в рост. Здесь ничего необычного. Все здесь нормально, с небольшими колебаниями вверх-вниз, но тенденция по-прежнему восходящая. В последнее время индикатор, показывающий активность майнеров, демонстрирует большие колебания. Но стоит отметить, без выхода за критические значения, вот эта красная линия. Вот так это выглядит на истории с 2019 года. Чем ближе был пик, тем больше пересечений, тем больше была активность майнеров. После того, как в мае мы достигли пика в цене, активность резко упала и до сих пор не превышала критических значений.
но все-таки в последнее время замечена повышенная активность. Резерв всех майнеров потихоньку снова стал увеличиваться, произошел небольшой рост. Они предпочитают больше накапливать, нежели сливать. Что же касается предложения в профите, процента предложения в профите, здесь сформирована дивергенция в лонг. То есть цена у нас лои не обновила, а показатель тех, кто в профите, пробил лой. Процент профита в феврале был 61,98, сейчас 61,75, то есть лой обновлен, а ценовой лой нет. Это расхождение формирует дивергенцию, также является позитивным сигналом на рост. Если же продолжать тему с профитами и потерями, здесь также метрика от WhaleMap, которую я постоянно смотрю, демонстрирует расхождение двух мувингов в те стороны, как раз куда нам и надо. Профиты идут вверх, потери идут вниз. Именно такое движение было всякий раз, когда происходил ценовой рост. Обновились показатели позиции на Чикагской товарной бирже, данные от 8 марта. Крупные игроки закрывали шортовые позиции больше, чем лонговые, то есть приоритет был на лонг. Мелкие же игроки делали совершенно наоборот, отдавая предпочтение шортовым позициям. Их стало больше, а лонги даже закрыли больше, чем крупные игроки. На этой неделе в среду 16 марта произойдет очень важное событие, которое может хорошенечко тряхнуть все рынки, включая и криптовалютный. А именно решение по процентной ставке ФРС. В 21:00 по Москве в среду 16 марта ожидается изменение на 0,5%. В прошлый раз на 0,25 было изменение. Вполне вероятно, если ничего необычного не произойдет и изменение будет таким же, как и ожидалось, волатильность будет небольшая. Но если будет изменение больше, либо наоборот меньше, то из-за того, что прогноз не отыгрался, волатильность будет достаточно высокая. Также и вот это событие может хорошенечко тряхнуть крипторынок. В Европарламент представлен законопроект по ограничению криптовалют на базе Proof of Work. А это в первую очередь биткоин. Сегодня они будут голосовать по поводу принятия пакета законопроектов для регулирования криптовалютной отрасли, в который снова был добавлен документ по ограничению криптовалют на основе Proof of Work. Ранее пакет документов под названием «Директива о рынках криптоактивов» уже содержал положение по ограничению криптовалют на базе алгоритма Proof of Work, в том числе и биткоина. Это связано с большим потреблением энергии такими криптовалютами. Чуть позже ограничения были убраны, но сейчас вот в выходные снова добавлены в виде более размытого предложения. Криптоактивы должны соответствовать минимальным стандартам экологической устойчивости в вопросах механизма консенсуса, используемого для проверки транзакций, прежде чем они будут выпущены, предложены или доступны для торгов в Евросоюзе. Необходимо проработать соответствующие стандарты, а также утвердить даты, с которых вступят в силу данные требования. Также криптоактивы должны поддерживать план поэтапного развертывания для обеспечения соответствия этим требованиям. Именно так написано в новой версии документа. В документе не прописаны требования, по которым блокчейн можно будет считать малым, а определять их будет Еврокомиссия. Вышла новость про Ripple и SEC. Суд отказался отклонить иск SEC к Ripple. Ходатайство руководителей компании Ripple об отзыве иска комиссии по ценным бумагам и биржам США не нашло поддержки в суде. Ripple пытались доказать, что у самой SEC нет четких правил, которые могли бы определять, какие криптоактивы можно считать ценными бумагами, а какие нет. Именно на этом основании в 2021 году соучредитель компании Ripple направил в суд ходатайство об отклонении иска SEC. Но вот, как мы видим, не прокатило. Судья отклонил данное ходатайство и сказала, что SEC имеет полное право доказывать вину ответчиков. Ну что ж, Санта-Барбара будет продолжена, посмотрим, чем все это дело будет закончено. Но, видимо, в ближайшие месяцы этого ожидать не стоит. Илон Маск снова запампил Dogecoin. Он написал, что продолжит хранить биткоин, эфириум и доги. Разместил вот такой твит и попросил пользователей Твиттера поделиться соображениями, какого уровня достигнет инфляция в ближайшие несколько лет. И гендиректор MicroStrategy Сейлор ответил, что потребительская инфляция в долларах США продолжит стремиться к историческим максимумам, а инфляция активов будет вдвое превышать темпы роста инфляции потребительских цен. Слабые валюты рухнут, при этом усилится отток капитала из наличных денег, долговых обязательств и недооцененных акций в дефицитные активы, такие как биткоин. Маск частично согласился с ним и заявил, что при высоком уровне инфляции лучше инвестировать в физические активы, такие как недвижимость и акции компаний, производящие хорошие продукты, чем в доллар. Ну и после этого добавил, что продолжит хранить биткоин, эфириум и Dogecoin. После этого, конечно же, немного подскочили курсы всех этих монет. Но это не самый забавный прикол Илона Маска за сегодня. Совсем недавно он разместил надпись, в которой вызывает Путина на бой.
При этом решил принимать ставки и написал, что ставкой будет Украина. Вряд ли, конечно, этот бой состоится, потому что кое-кто из бункера просто не вылезет. Ну и давайте посмотрим, что у нас с биткоином происходит. На данный момент последнее движение также у нас сформировано в виде тройки. Также у нас хаи понижаются, лои повышаются. Продолжаем формировать треугольник, который может быть расширен, но в любом случае, если этот треугольник не будет сломан, а сломан он может быть тогда, когда пробьется вот этот лой в районе 34200, до тех пор вполне нормально расширение этого треугольника. Так вот, пока этот треугольник не сломан, для меня в приоритете будет движение с вылетом наверх. Более подробно можете глянуть в прошлом ролике, здесь все без изменений. Движемся в волне D, данная волна все еще не доформирована. Посмотрим еще монету Light Entry по просьбе спонсора канала. История у этой монеты не такая уж и большая, всего лишь с ноября 2021 года, и цена летит постоянно вниз. Очень сложно определить именно дно, какое-то предполагаемое дно по этой монете. Однако здесь видно, что мы формируем дивергенцию. На индикаторе видим, что его показатели выше, чем предыдущие, а цена пошла вниз. Это дает хоть какую-то надежду на скорый хотя бы отскок, но заходного импульса здесь нет и вполне может цена продолжить падение. На 4 часах также видим, что сформированный 200-й мувинг не пускает цену. Даже в феврале пытались пробиться наверх и резко сразу же откупили, загнали цену снова под этот мувинг, и здесь пока никаких лонгов рассматривать не приходится. Предыдущее движение также было остановлено этим мувингом. Что здесь из конкретики? Если еще не в этой монете, то и заходить я бы не стал. По крайней мере сейчас, пока здесь нет заходного импульса. Если же в этой монете, опять-таки есть два варианта. Если торговали со стопами, то стопы вполне вероятно вам уже выбило и заходить уже не нужно. Если же без стопов и где-то засели повыше, рассчитывали на какое-то усреднение. На текущих уровнях я бы также не стал усредняться, потому что по-прежнему летим вниз, можем и дальше продолжить лететь. А вот когда будет формироваться разворот, хотя бы вот такое какое-то движение на его откате, можно будет попробовать усреднить. Но я не сторонник усреднения, лучше словить стоп, зафиксировать понятный убыток для того, чтобы зайти в другую монету, либо на другой ситуации в этой же монете. Здесь каких-то волн не найти, здесь только ждать, когда будет сформирована разворотная формация для того, чтобы только оттуда уже рассматривать лонги. Ну а пока даже если трендовую здесь проводить, то по-прежнему находимся под ней. Да и объемов с февраля 2022 года пока мы повышенных не видели. В общем, по этой монете на данный момент, на данную секунду пока выглядит все грустно. Давайте посмотрим еще Dogecoin, который пампил Илон Маск недавно. Вот он, этот памп, который откупили, и опять ушли мы вниз. Но вообще здесь ситуация по монете неплохая. Структура по-прежнему не сломана, волна 1, 2, 3. Сейчас мы находимся в коррекции в четверке, после чего вылет может быть аж до 0,7 как минимум. Единственное, стоит дождаться вылета. По структуре четверки, предположительно здесь была волна А, волна Б. Здесь два варианта, либо мы закончили вот здесь, либо вот здесь, сформировав треугольник, но не суть. И сейчас у нас уже идет волна С в виде такого нисходящего клина. И вполне вероятно по его завершению, опять-таки с подтверждением разворота, можно будет рассмотреть лонги, и перспективы достаточно неплохие. Пока здесь в приоритете просматривается либо примерность текущих уровней без перелоя, формирование заходного и уже отсюда наверх, либо еще один перелой до нижней грани клина, возможно даже с ее пробитием, и уже отсюда также можно будет искать развороты наверх. Важно, чтобы не задевали вот этот вот пик предполагаемой волны 1, который находится на уровне 0,0873. А так вполне разволновка по-прежнему валидна, и здесь неплохие перспективы на поход наверх. Более 500% плюса можно будет заработать, но главное найти точку входа, пока ее здесь нет. Вполне вероятно, она снова здесь появится, потому что не зря же Илон Маск снова вспомнил и начал прогревать аудиторию по поводу Dogecoin. Кстати, сейчас вот вспомнил, у нас же запуск Dogecoin на Луну ожидается. Если вы забыли, была такая новость в прошлом году, вот, например, от мая 2021 года SpaceX отправит к Луне спутник Doge-1, оплаченный криптовалютой Доги. И что касательно сроков, пуск проведут в первом квартале 2022 года. И если ничего в планах не изменилось, то буквально уже скоро Маск может вполне анонсировать эту новость. Напомнить всем любителям Dogecoin, что скоро он улетит на Луну, тем самым запулив его и на графике на Луну. К тому же и технически все это идет именно к этому. Благодарю тех, кто досмотрел видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и на Telegram. Всем удачной торговли и счастливо!